Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу, что такое декали в Unreal Engine 5.6 и как их использовать. Если простыми словами, декали — это картинки, изображения, которые наслаиваются на определенной поверхности. То есть они работают как проекторы. Для того, чтобы работать с декалями, вам нужно подготовить соответствующий материал, текстуры и непосредственно добавить их на сцену в режиме редактирования, либо во время игры. Давайте начнем. Создадим материал. Нажимаем правой кнопкой мыши в контент-браузере, выбираем материал, дадим ему название M-Decal. Для того, чтобы использовать декали, нужно использовать определенный материал domain, а именно Deferred Decal. И когда мы ставим Deferred Decal, мы сразу видим предупреждение, что нужно использовать также Blend Mode Translucent. Теперь мы подключили все, как нужно, настроили, теперь можно работать дальше. Для начала создадим какую-нибудь небольшую текстуру. Зажатой клавишей T можно нажать левой кнопкой мыши по пустому месту и появится нода Texture Sample. Также нужно импортировать нужные текстуры. Если вам нужно, чтобы декали поддерживали полупрозрачность, убедитесь, что у них соответствует формат, например, PNG. У меня есть здесь несколько текстур. У некоторых из них есть прозрачность, у некоторых нет. Если вы откроете текстуру, вы можете посмотреть по каналам отдельно, отключить каналы, которые вам не нужны, и посмотреть именно альфа-канал. То есть у этих текстур есть альфа-канал. Если коротко, то это своего рода маска, которая говорит движку, какие части изображения будут прозрачными, какие нет. 0 соответствует единице, то есть единица opacity, то есть полностью непрозрачная часть картинки. Эти брызги, капли. Черный цвет соответствует нулю, то есть opacity равен нулю, и поэтому картинка здесь прозрачная. Давайте для начала используем вот эту текстуру. Подключаем ее сюда. Подключаем в Base Color. И теперь, если оставим так, как есть, то у нас будет черная клякса на белом фоне. Если вы хотите использовать прозрачность, вам нужно использовать альфа-канал, который можно подключить в Opacity. То есть в Opacity мы подключаем текстуру, именно альфа-канал, там, где у нас в альфа-канале белый цвет, текстура полностью непрозрачная, то есть именно эта клякса. То есть тут здесь как бы наоборот получается, да, сама картинка и альфа-канал. Текстуру давайте закроем, материал передвинем сюда, давайте применим настройки и создадим непосредственно декаль на сцене. Нажимаем здесь плюсик, можно написать в поиске или во вкладке Visual Effects выбираем декаль Actor. Перетаскиваем на сцену и мы видим, что создается такой куб, volume, да, область, которую можно перемещать, масштабировать, вращать и так далее. Здесь есть параметр Decal Material, то есть тут нужно назначить именно материал, который мы создали. Давайте создадим Material Instance, в дальнейшем будем использовать его. И перетаскиваем сюда. Теперь мы видим, что кое-что произошло, но не совсем так, как нам надо. Дело в том, что, как я уже говорил, декаль работает как проектор, то есть он проецирует изображение на поверхность. И помогает нам в этом разобраться вот эта стрелочка, которая показывает направление проецирования. То есть для того, чтобы эта декаль у нас появилась на стенке, нам нужно ее развернуть на 90 градусов. И подвинуть сюда. И получается у нас вот такая вот декаль, которую можно уменьшать. Можно сделать поменьше, например, сделать вот такую небольшую каплю, да. Ну и также можно по этой оси тоже уменьшить. Обратите внимание, что если область не затрагивает стену, то, соответственно, и декаль также не будет на нее проецироваться. Вот таким образом мы создали статичную декаль, которую можно размещать на сцене. Давайте запустим. Посмотрим. Вот такая вот у нас получилась клякса. Имейте в виду, что если вы сделаете очень большую область, то если вы играете, например, персонажем от третьего лица и попадете в эту область, то декаль также будет спроецирована на самого персонажа. Также имейте в виду, что несколько декалей могут наслаиваться друг на друга, и это может сказаться на производительности. То есть чем больше декалей, тем это будет дороже. Чем больше они наслаиваются друг на друга, тем это будет дороже. Чем больше размер декалей, тем дороже будет, соответственно. И чем сложнее у вас материал здесь,
также будет, тем дороже. Давайте создадим теперь небольшую логику по настройке материала. Зажатой клавишей U нажимаем левой кнопкой мыши, создается нода Texture Coordinate, которая поможет нам масштабировать и смещать текстуру. Создадим два параметра. Первый назовем Tiling X, то есть это будет тайлинг по X. По умолчанию значение единица. И второй параметр тайлинг по Y. Также по умолчанию значение единица. Эти два параметра можно будет изменять в Material Instance. Теперь эти два параметра нужно соединить с помощью ноды AppendVector. И эта нода даст нам на выходе двухмерный вектор, который можно потом перемножить с этой нодой для того, чтобы задать тайлинг или масштаб текстуры. Давайте закомментируем, назовем этот блок тайлинг. Теперь полностью этот блок можно продублировать. Давайте я так это все отодвину немножко. Теперь полностью этот блок можно продублировать и сделать то же самое, только для смещения. Назовем этот блок offset. Параметры назовем offset x. Значение по умолчанию 0. И максимальное значение единица. Почему единица? Потому что если вы будете задавать значение больше единицы, то они будут обрезаться. И, к примеру, если у вас будет значение 1,5, то это будет то же самое, что значение 0,5. Значение по умолчанию 0 и значение максимальной единицы. Теперь это все нужно уже не перемножить, а добавить. Зажатой клавишей A нажимаем левой кнопкой мыши, создается нода Add, либо добавить. И подключаем это все сюда и к UV. И также можно Texture Sample сделать в виде параметра. Нажимаем правой кнопкой мыши, нажимаем Convert to Parameter, назовем его Base Color. В принципе, самая базовая настройка готова. Теперь, если вы откроете Material Instance, можно менять все эти параметры. К примеру, Offset. Можно задавать смещение. Также можно задавать тайлинг, масштабирование. И непосредственно менять саму текстуру. Если я сейчас выберу другую текстуру, то получается уже вот такая клякса. Теперь давайте я покажу, как можно создать эту декаль динамически во время игры. Для этого будем использовать blueprint персонажа от первого лица, стандартно шаблонный. Я его скопирую в папку с видео и переименую его, добавив в конце нижнее подчеркивание decal. Сразу же в World Settings сделаем его полным по умолчанию. Открываем blueprint персонажа. Настраиваем небольшую функцию по line trace, то есть этот луч будет выпускать у нас вперед. То есть эта функция будет выпускать у нас луч вперед, и при столкновении с каким-то предметом будет там рисовать декаль. Создаем функцию, назовем ее line trace. Здесь подробно прям не буду вдаваться. Куча видео в YouTube по line trace. Стандартный базовый line trace создадим, который будет выходить из камеры менеджера. В качестве начальной точки получаем World Location. Также тянем Forward Vector. Умножаем его на определенное значение. Пускай будет 1000. Превращаем это здесь во float. Ставим 1000. Добавляем полученное значение к стартовой точке. И все это дело подключаем к End. Для наглядности давайте сделаем, чтобы луч был виден на какое-то время. И теперь давайте при нажатии на, допустим, левую кнопку мыши сделаем так, что этот line trace будет выпускаться. И при столкновении с объектом будет рисовать декаль. Давайте просто проверим, что line trace работает. Работает. И теперь давайте допишем эту функцию. То есть отсюда вытащим break hit result. Создаем branch, то есть при условии, что если луч столкнулся с чем-то, мы будем вызывать ноду spawn decal. Есть два варианта: add location и attached. Разберем оба. Давайте выберем пока что add location. Декаль материал назначаем вот этот, который мы создали.
instance. Далее, location, подключаем location отсюда, то есть где произошло столкновение. И теперь, то есть мы сюда подключили, location надо подключать. И rotation, то есть нам нужно дать движку понять, как развернуть декаль. Для этого можно использовать выходной пин normal. Можно напрямую подключить его к rotation и автоматически создаться такой вот преобразователь. И не забудьте задать размер декали. Если вы сделаете все по нулям, то вы просто его не увидите. Давайте сделаем пока 10 на 10. Ну и тут тоже 10. Давайте скомпилируем, запустим. Подходим к стенке, нажали. Луч сталкивается со стенкой, и в этом месте рисуется декаль. Обратите внимание, что когда я их создаю, они у нас потом не исчезают. Если вы хотите, чтобы они исчезали, для этого есть параметр lifespan, то есть продолжительность жизни этой декали. Можно задать 5 секунд, например, через 5 секунд они будут уничтожаться. А в чем отличие этой декали? Давайте, то есть не декали, а этой ноды от spawn decal attached. Здесь эта нода просто спаунит декаль в одном месте, и она так и остается там. Attached декаль создается и автоматически, не автоматически, а прикрепляется к какому-то определенному компоненту и следует за ней. То есть наследует ее положение, rotation и scale, да? Давайте для наглядности я создам какой-нибудь кубик, добавлю на сцену. И давайте включим ему симуляцию физики. Во вкладке Details можно найти параметр Simulate Physics. Включаем. И давайте сохраним и запустим. Если я теперь нажимаю целюсь на кубик, нажимаю левой кнопкой мыши, рисуется декаль. Но если я подвину кубик, мы видим, что декаль осталась на том же самом месте. И если вы только что видели, могли разглядеть, что на какой-то момент эта декаль появилась на руке персонажа, так как она осталась здесь в каком-то месте висеть, и когда я попадаю в область этой декали, она проецируется на персонажа. То есть для того, чтобы декаль следовала за каким-то определенным объектом, нужно использовать ноду spawn decal attached. Все то же самое подключаем здесь. Такие же размеры. Допустим, пускай будет decal size 10 на 10 также. Location подключаем точно то же значение. Normal подсоединяем в rotation. И давайте lifespan тоже поставим 5 секунд. Здесь можно выбрать Keep World Position, то есть сохранять мировые координаты. И теперь давайте создадим декаль на кубе, нажимаем. Мы забыли здесь подключить компонент, то есть к какому именно компоненту приатачить декаль. Здесь в выходном пине от line есть узел компонент, hit component, то есть с каким компонентом произошло столкновение. Его можно подключить в attach component. Теперь давайте создадим здесь декаль. И теперь, если я толкну кубик, мы видим, что декаль перемещается теперь вслед за ним. То есть таким образом можно рисовать декали динамически во время выполнения игры. Ну и применение, какие варианты можно использовать. То есть для чего используются декали? Они используются для того, чтобы создать какие-то рисунки, следы эксплуатации, потертости, вмятины, трещины, потеки, брызги крови, например, да, лужи, рисунки единичные какие-то, отпечатки пальцев, рук и так далее. Следы от выстрелов как вариант, да. То есть давайте я сейчас продублирую вот эту декаль. Так, вот она у нас. То есть я ее сейчас продублирую. И также продублирую Material Instance. И в нем буду использовать уже другую текстуру. То есть здесь я буду использовать вот такую текстуру. И теперь мы этот инстанс кидаем к этой декали. То есть теперь можно сделать вот такую вот потертую стену. Точнее даже не потертую, а с потеками, да. Можно ее перевернуть. Ну, если перевернуть, то это потеки будут сверху. Если снизу, то это похоже на то, как будто бы, да, там трава проросла, да, или просто что-то вот загрязнилось. Можно сделать вот такую вот декаль стены. Обратите внимание, что если вы повернули декаль вот так, как я на видео, и теперь будете ее где-то проецировать на горизонтальной поверхности, то будет вот такое вот искажение. То есть для того, чтобы этого не было, вы либо поднимаете декаль повыше, либо делаете ее настолько тонкой, чтобы этого не было заметно. То есть, допустим, давайте вот так вот сделаем.
То есть такой вариант допустим. То есть мы ее приподняли так, чтобы она не касалась пола, но тогда появляется вот такая вот щель здесь, да? Либо можно сделать, опустить все-таки ниже и убрать ей толщину. Сделать максимально тонкой, да, чтобы это не было видно. Давайте я ее сюда подвину. То есть, чтобы она была не толще, например, стенки, да. То есть, если вам нужно, чтобы только на одной стороне проецировалось, то на этой стороне мы видим, что ничего нет. На этой стороне у нас есть вот такая вот штука. Можно даже еще чуть-чуть подвинуть. Можно привязку уменьшить по координатам до единицы, например. Ну и вот таким вот образом мы вот так точно подогнали, что теперь декаль у нас не затрагивает стенку. И также мы можем наслаивать другие декали поверх этой. Давайте я отключу Line Trace, точнее видимость Line Trace. Теперь я могу поверх этой же декали рисовать другие, которые будут в свою очередь исчезать через 5 секунд. Так же, как и у любых других материалов, можно настроить дополнительные параметры: Metallic, Specular, Roughness, Emissive Color и так далее, Normal. Помните, что чем сложнее материал, тем сильнее это может отразиться на производительности. На этом видео все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и до встречи в следующих видео.